Всем привет! Сегодня я покажу вам, как пожарить на сковороде мелкую рыбу без запаха, будь то мойва, сардины или килька. Рецепт очень легкий, простой и весь секрет в маринаде. Я давно хотела поэкспериментировать и приготовить мелкую рыбу так, чтобы по кухне разлетался не специфический запах рыбы, а очень приятный аромат. Смотрите видео до конца, сначала пожарим рыбку, а потом я поделюсь с вами рецептом очень интересного салата из пекинской капусты. Заранее всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, впереди много вкусных, интересных рецептов. Нам понадобится мелкая рыба, сегодня это небольшие сардины, сушеный молотый чеснок, сушеный молотый имбирь, немного молотого чили и соевый соус. Для маринада я буду использовать специи в сушеном молотом виде. Но вместо сушеного чеснока можете использовать свежий раздавленный чеснок, а если не нашли сушеный молотый имбирь, используйте свежий, только натрите его на мелкой терке. Рыбу очень хорошо промываем, удаляем голову и обязательно убираем черную пленку, вместе с ней уйдет горечь с брюшка. Теперь засыпаем приправы: по 1 чайной ложке сушеного молотого чеснока и имбиря для аромата. И всегда я добавляю молотый чили, он тоже очень ароматный и придаст пикантность и остроту рыбе. Помимо этого заливаем все соевым соусом, здесь 3 столовые ложки, можете добавить 4, но следите за тем, чтобы не пересолить рыбу. И хорошо все это перемешиваем. Я перемешала рыбу, и уже аромат очень приятный, но даем ей постоять около 20-30 минут под крышкой или под пищевой пленкой, чтобы рыба хорошо промариновалась. Если вы готовите это блюдо летом, отправьте миску в холодильник. Соль в маринад добавлять не нужно, потому что соевый соус достаточно соленый, и рыба впитает в себя нужное количество и специй, и соли. Рыба готова к дальнейшему приготовлению. Она очень ароматная, и поверьте, она не потеряет этот аромат даже во время жарки. Я ее запанирую в муке, чтобы она не потеряла форму на сковороде и не прилипала. Наливаем масло и уменьшаем огонь до среднего. Жарим рыбу на среднем огне, чтобы мясо внутри успело прожариться, а снаружи схватилась красивая аппетитная румяная корочка. Переворачиваем и доводим до золотистого цвета вторую сторону. Пахнет чудесно, по кухне разлетается аромат вкусной жареной рыбы. Ни для кого не секрет, что во время жарки она впитывает достаточно много масла, поэтому я сразу прямо со сковороды перекладываю ее на бумажные полотенца. Вот так у меня получилось в 3 уровня. Видите, сколько масла. И салфетка впитает весь этот лишний жир. Советую подать рыбу салатом из пекинской капусты, потому что он очень сочный и хрустящий, и в этом вся суть. После рыбы часто хочется пить. А с таким салатом вас не будет мучить жажда. Пекинскую капусту промываю, обсушиваю и достаточно мелко нарезаю. Беру 1 болгарский перец, можно красного или желтого цвета, чищу его от семян и нарезаю тоненькой соломкой. Еще для салата понадобится 1 огурец, я его очищаю от кожуры. И тоже нарезаю соломкой, как и болгарский перчик. Помидорки черри нарезаю на четвертинки. Для заправки 1 столовая ложка бальзамического уксуса, он придаст слегка пикантный вкус. И 3 столовые ложки кунжутного масла. Я использую кунжутное нерафинированное масло первого холодного отжима. У этого масла очень насыщенный аромат чуть пережаренных семечек, и оно придает салату азиатский колорит. Приправляю сахаром и солью по пол чайной ложечки, и можно все это перемешать. При подаче я посыплю салатик кунжутными семечками.
Друзья, смотрите, как бы я оформила это блюдо и вообще как я его оформляю дома для моих родных. Беру тарелку, кладу немного рыбы, можно 5, 6, 7 рыбок по желанию. И рядышком вот сюда я поставлю немного салата, положу немного салатика. Он очень вкусный, поверьте, супер рецепт. Салат сочный, идеально сочетается с этой рыбой. И, конечно, не забудьте посыпать его кунжутными семечками. Рыбка невероятно нежная, корочка хрустящая, ароматная. Знаете, какой аромат? Смесь соевого соуса, приправ, все это вместе просто супер. Пожарьте мелкую рыбу именно так, вам очень понравится, я просто уверена, и подайте ее с этим классным вкусным салатом, он такой сочный, просто бомбический, я вам очень рекомендую его приготовить. И еще можно подать эту рыбу, например, с кускусом. Кстати, на моем канале есть классный рецепт кускуса, можете посмотреть по этой ссылочке, смотрите, пишите комментарии, ставьте оценочки и как можно больше лайков этой чудесной рыбки. Готовьте ароматную мелкую рыбу на сковороде, делитесь впечатлениями в комментариях под видео, мы увидимся очень скоро с новыми рецептами.